О май гад! Vibration! Какого очков? Был бы у меня такой бассейн на даче, я бы с него не вылазил. Такие вот пальмочки мне очень нравятся, прям ананасики такие. Ну и посмотрим на море с высоты, можно сказать, птичьего полета. Кокос? Гроза. Да. О, похоже. Попробую сегодня сделать очередной заплыв и поставил удержание горизонта. Посмотрим, будет лучше снимать под водой или нет. Будет ли камера дергаться. В принципе, она и так не дергается, но вот попробуем удержание горизонта еще использовать. Заплыв довольно удачный, но хотел, правда, Мурену посмотреть, но так она и не появилась в кадре. Но зато доплыл почти до соседнего пляжа, точнее до соседнего отеля. И там втихаря люди прикармливали рыбок. Думаю, что за стая? Но они их просто прикормили. Они плавали, и у них в пакетиках были какие-то крошки чего-то там. Ну, вы сами видели, какая там стайка. Заняли мы после обеда Infinity бассейн, местечко. Смотрите, какая красота. Девчонки не жалеют себя, фоткаются, потому что вода очень холодная. Она не прогревается здесь. Виды, конечно, заслуживают этого. Смотрите. Разве не лепота? Ай, какая лепота.
Это ж красота. Был бы у меня такой бассейн на даче, я бы с него не вылазил. А если бы он еще был подогреваемый, если бы у нас лето круглый год было, ну, конечно, было бы вообще огонь. Но вот такие виды у нас. Вода холодная, да. Хотя и море такое 22-23 градуса, тоже такое прохладненькое. Но здесь градусов, наверное, 18, не больше. Ну, насчет меньше не уверен, но не больше точно. А напротив Infinity бассейна у нас ресторанчик. Люди тут кушают, а мы тут оголенные загораем. Ну вот, народ свалил, стаканы поставлял. Нет, чтобы по дороге выкинуть. Они же все равно потом горячие пить не будут. Но такой у нас народ. Но вид охренеть. Третий снаряд сделаю. Слова 40. Или, не знаю, надо присмотреться будет. Не зачетку. 3, тут надо присмотреться. А, это 1 плюс 3, 4. Но так близко было. Следующий после Виктора Михаил. Михаил! Очков. 2. Ага, 4. Почти в центр. Баба. Есть удвоение 7. 14. А 18. Ага, 18. Короче, на удивление занял первое место. Третий выстрел надо было 3 дротиками одновременно. Берешь пучок и жахнуть. Короче, жахнуть, что у меня суммарно получилось больше всех, там около 100 баллов. В общем, порвал всех как тузик грелку. На удивление, хотя я, честно говоря, уже не рассчитывал. Прошлись по мостику через Infinity бассейн. Вот такие вот пальмочки мне очень нравятся. Прям ананасики такие. Ну и посмотрим на море с высоты, можно сказать, птичьего полета. Здесь, честно говоря, так даже дух захватывает. Тоже соседний отель. И вот наш пляж. Блин, конечно, живьем это, наверное, все-таки выглядит более впечатляюще, чем на камеру. Ну, что смог, то передал. Красота. Ну, для фоточек это место, конечно, такое более интересное. Смотрите, какая красота. О, лепота. Главный работник этого отеля, смотрите, сидит и возмущается. Ага. Подошли к краю нашего отеля и подсмотрим соседний отель. Это какой-то бюджетный. Я, кстати, сюда вот почти к ихнему понтону подплывал. У них там очень такой приятный песчаный спуск и коралловый риф. Даже поинтереснее, чем в нашем отеле. Вон там бассейнчик виднеется. Ну, тут какой-то еще недострой, что-то пытаются делать. Тоже должен быть неплохо. Когда ехали в микроавтобусе, люди говорили, что хороший отель. Решили прогуляться опять к пляжу вечером. Здесь мы вечером в ресторанчике ни разу не были, днем только 2 раза где-то обедали. Ну, вот здесь такой гриль прям открытый. Мы можем подойти, кстати, посмотреть, что тут готовят. Там готовят баклажаны и, короче, люля-кебаб в лаваше. Мы уже наелись от пузы, просто ради интереса смотрю, в чем отличие вообще основного ресторана, ну и вот этого, который на набережной. Но, к сожалению, море здесь особо не видно, но пальмочки, вид, как бы все хорошо. Пойду посмотрю меню. Ну, в этом баре, в ресторанчике там всегда немножко скромнее, конечно. Ну, тоже есть что-то кушать. Десертов куча, с десертами вообще все в порядке. Пицца, мы и так на пляже. Уже так наедаемся, что дальше некуда. Отварное мясо.
Ну и понеслась картошка фри, рыба, картошка такая, говядинка, овощи, это что там, чикен, рулетики эти вкусные, кстати. Овощи у них вообще вкусные, запеченные вообще, мне всегда нравится. Ну и все. Довольно скромно на самом деле. В основном ресторане плюс-минус у них то же самое, но как-то объемнее, наверное. Выбор побольше. Ну и по сути все то же самое, только там еще чего-нибудь могут добавить. В любом случае с голоду не помрешь. Ну, честно говоря, питание немножко такое однообразное. Ой, какой вид у нас. Вот это на лифте мы сюда спустились. И можем так еще... Можно было ниже спуститься. Но можем пройтись. Это вот... Тут 3 этажа буквально. Вот мы на 2-м. Там B1, B2 у них вот так оно разделяется. Так вот идти очень даже неплохо. Он самолетик летит, кто-то прилетел в Египет. Будут отдыхать. Ну и вот такие вот козьи тропки. Тут ножки помыть можно. Каменистые ступенечки. Ну хорошо. Какая дымоуха от гриля пошла. Ну вот пляжик. Ну жалко, что море никогда не видно вечером. Ну видимо просто когда вот полнолуние будет, тогда будет получше видно. Пока месяц. Ну здесь водичка немножко получше видна. Освещение вон от иллюминации Шарм-эль-Шейха на другом берегу. Тут такая тихая бухта. Ну в принципе вечером приятно погулять. Послушать шум моря. Кстати, вечером можно вон в бильярдик поиграть, крытый. Есть открытый бильярд, но он почему-то всегда наброшен в ткани. Ну вот сейчас идем, посмотрим какое-то там шоу вроде бы. Решили по местным магазинчикам пройтись, посмотрим маечки. Смотри это. А, купальники, маечки. Короче, там майки заоблачные, что-то по $25. Когда мы ездили в Манго-маркет, там были самые дорогие по $7. От 3 до 7 долларов. А здесь 15, 25, вот такие накрутки. Вот еще магазинчик сувениров. Ну такой. Сейчас мы перезайдем, просто посмотрим. Здрасте. Здравствуйте. Помощник? Ну, с сувенирами всегда все в порядке. Красивенькие у них сувенирчики. И музычка местная. Один видео $10. Жду. Это за позирование на камеру с вас $20. И посмотри. Это кокос итальянский. Это кокос и дерево метелись. Это как релакс. Музыкальный инструмент. Типа наших цимбалов. Кокос и Вместо дерево. колыханки на... А сколько такая стоит? Это 15, это 20. Охренеть. 19, С ума 15. сошли. Бамбук и камушки внутри и релакс. Это 10 раз медленно. Тизбат. Открыто глаза, не подумай. Смотри. Попробуй. Попробуй. 2 рука. Так, так. Медленно, не быстро. Закрыто глаза, не подумай. Тизбат быстро. Просто 10 раз. Еще маленький. А мы смотрим. Дай-ка еще хром и молнию послушаю. Ну да. Гроза. Люблю грозу в начале мая. Лягушка как лягушка. Что, прыгает может? Да. Мрак, мрак, мрак. О, похоже. И маленький есть.
И они живут тоже. Это рома ламба, вложить масло здесь и ламба. И запах идет, я понял. Русский матрешка, Русский матрешка? кошелек. Для бабла. Понял. Зеркало есть, подставка, много сувениров. Ну понятно. Красота неописуемая. Только приехали? 5 дней уже. Короче, жене подарили подарок, потому что она красивая, а я так себе, и мне подарка не подарили. Вот так, понял? Не оценили меня. Это поделки из песка. Очень красивые, кстати. Мы 2 раза везли такие, потом у нас они всегда почему-то дома разбивались. Alright, super applause! Clap, clap, clap! Oh my god! Vibration, vibration, давай! Вот так! Vibration! Yeah! Come on! Oh la la! Wow! Shakira, oh my god! Yeah!